Приветствую вас, дорогие, тонкие, мудрые, чувственные девушки. С вами Ева. И сегодня я хочу для вас сделать новую такую тему, рубрику, вернее, тема, которая, мне кажется, станет рубрикой. И тема у нас будет такая, какие духовные уроки вам сейчас нужно, какие вы проходите, какие вам сейчас нужно осознать, какие вас просто держат, да, потому что на моем канале очень много видео о том, что вот идет новая жизнь, да, особенно последние сейчас такие энергии, о том, что у вас будет встреча, какие-то перемены. Ну вот давайте посмотрим, какие же уроки несет текущая ситуация на колоде мистических моментов, да, которая, собственно, что вам нужно осознать, какие такие духовные уроки, жизненные уроки вам нужно сейчас понять, пройти для того, чтобы все это в вашу жизнь пришло и воплотилось. Да? Сегодня у нас будет с вами два варианта, как обычно. Я посмотрела, вот думала или один, или три, потом поняла, нет. Будем делать два варианта. И почему хотела сделать три? Потому что мне показалось, я почему-то вот так почувствовала, что будут люди, для которых будут актуальны все варианты. Вот. Поэтому давайте, в общем, смотреть, выбирайте первый или второй вариант. Но я бы даже так сказала, сегодня, наверное, может быть, и не нужно выбирать. Смотрите полностью весь расклад. Вот. Давайте настроимся на вас. Вы поставьте себе свою мечту, свое желание. Вообще, вот сегодня колода так не идет. Видите, что сопротивляется немножко колода, потому что, ну вот, может быть, все-таки три варианта нужно сделать. Ладно, делаем три варианта. Тройка жезлов. Я же только сказала, видите, я всегда, когда в потоке, вытягиваю ту самую карту. Давайте сегодня сделаем три варианта. Единички. Первый вариант, первый духовный урок, да, то есть тот урок, который вам сейчас нужно пройти и осознать для того, чтобы ваша ситуация сдвинулась и для того, чтобы вам, скажем так, приблизиться к вашим мечтам. Ну, очень интересно, дорогие мои. Колода мистических моментов сегодня нас будет удивлять. Восьмерка мечей. Обожаю эту карту на этой колоде. И она о том, какой ваш главный урок. Понимаете, ваш главный урок — вовремя уходить из тех ситуаций, где вам плохо. Вовремя делать шаг к переменам. То есть у вас как? Вы сидите до последнего обычно, понимаете? У вас уже на новый уровень вырасти крылья, у вас уже на новую вообще жизнь есть намерение, желание, силы, а вы по-прежнему сидите и горюнитесь, и не позволяете себе сделать шаг. Причем я вижу, что это не кто-то вас ограничивает. Вы сами себя ограничиваете, сами себя запираете в эту клетку. Видите, тут все открыто. Вы можете пойти, куда вы захотите. Но вы из-за каких-то своих установок, каких-то своих каких-то своих блоков не позволяете вашим мечтам реализоваться. Вы сами сажаете себя в эту клетку. Видите, какой ветер сегодня? Я сегодня, видите, вот вы, кстати, посмотрите, как вообще, это просто невероятно. Вы посмотрите на эту карту и то, что происходит сейчас на фоне. Вы понимаете? То есть у вас есть все знания духовные, у вас есть духовная сила, понимаете? Вот этот купол, у вас настолько богатая внутренняя, вообще, как бы вот ветер прям мне потоком сразу «да» кричит, да? То есть у вас есть все ресурсы для того, чтобы выйти в новое, двигаться, развиваться, вы сами себя запираете. Давайте посмотрим, почему, что же так происходит. Почему вы себя закрываете сами в эту тюрьму и не даете себе вот эти ваши крылья распахнуть? Выходит, опять эта карта, представляете, перемешала. Ну вот, видите, тут уже крылья на птице, потому что на самом деле вы сидите до последнего, вы ждете, что кто-то вас придет и спасет, понимаете? Вам нужна постоянно какая-то морковка, вам нужна мотивация. То есть вы не можете просто вот взять, пришло время и перемены. Вам нужен, знаете, пока петух не переклюнет, как говорится, мужик не перекрестится. Вот это, понимаете, вот это абсолютно ситуация как бы про вас. Вот, смотрите, это абсолютно про вас. И вы должны это знать про себя, понимаете? Это ваш главный даже урок не только что в этой ситуации, а вообще по жизни. То есть вам нужно научиться вовремя делать шаг оттуда, где вам плохо, где вас что-то не устраивает, где вам уже тесно, где вам не весело, где вам несчастливо, понимаете? Вот это о том. А вы ждете вот этого все время как бы морковки, что что-то вас поведет этим путем, понимаете? А вам говорят, что вам нужно брать ответственность на себя и самой менять, понимаете? Вот, видите, повешены. Вы сами, вот все карты, видите, подтверждают то, что я вам говорю. Карта помешанный, понимаете, она говорит о том, что вы так красиво наслаждаетесь этим положением, вот именно только в этой колоде повешенный, такой романтичный, такой классный. Он еще и наслаждается тем, что происходит. Видите, здесь молния расстегивается, и там небо.
Удивительная карта. И здесь на юбке неба, видите, я только сейчас на первый раз, сколько я знаю эту колоду, сейчас обратила на это внимание. Ну, понимаете, потому что в каждом раскладе раскрывается каждая карта по-своему. И понимаете, у вас уже внутри есть эта свобода. Вам показывают, что у вас эта свобода есть, но вы сами не делаете этот шаг. Вы сами себя загоняете в эту, как бы, понимаете, у меня даже, кстати, сегодня куртка, видите, с молнией. Вот я вот тоже. Сейчас вот все знаки сегодня об этом. Пишите в комментариях, насколько вам это откликается, насколько это про вас. Видите, ключ мечей, все в вашей голове. Видите, нам показывают, все в вашей голове. Видите, этот ключик, он вставляется все в вашей голове. Только вашими мыслями вы можете это изменить. Это одна единственная мысль, разрешение себе, знак себе, что я хочу, я буду жить по-другому. Опять, видите, вот посмотрите, синхронистичность. Вот эта форма и купол, который у меня там сзади. Я не знаю, сегодня я когда проезжала, увидела купол, и вдруг мне приходит эта тема этого видео. Представляете? Сегодня это видео не случайно. Оно невероятно будет иметь очень большую силу. Вы увидите. И вы не только это сегодня в этом видео проработаете. Вы еще в этом видео... оно будет толчком. Сработает. У меня очень сильная энергия, мои расклады на самом деле не такие простые, как вам кажется. У них очень большая, светлая, гармонизирующая энергия, понимаете? Я только для этого на YouTube, и я хочу, чтобы расклады давали именно такое людям, ничего другого. У меня нет задачи, чтобы вы кликали на каждый расклад. Я хочу, чтобы люди из каждого расклада выносили что-то для себя, меняли свою жизнь, приумножали любовь и тем самым приумножали свет во всем нашем пространстве, понимаете, в котором мы живем, в котором мы находимся. Поэтому вам показывают, понимаете, что у вас все ресурсы есть, все силы. Понимаете, у вас столько возможностей, столько шансов все делать по-другому, понимаете. И вам нужно, видите, опять вот здесь тройка жезлов, она вернулась, эта карта, потому что у вас сейчас открыты все дороги. Если вы захотите, вы придете ко всем своим мечтам, ко всем своим желаниям. Поэтому сейчас для единичек... Ну, видите, вот все карты, видите, вы где-то там далеко сидите, вы все знаете, вы все умеете, у вас все есть инструменты, знания, понимания, но вы просто не хотите. Вы где-то там уселись, где-то высоко-далеко гляжу, и ждете, пока перемены перейдут, вот знаете, какие-то новости случатся, птички, да, но нам показывают, что вам нужно делать какие-то шаги. Видите? Кто у нас тут, да, рыцарь, да, пентаклей, понимаете, вам нужно делать шаги. И вы можете собрать себе вот эту вот лошадь, как здесь она, понимаете, из листочков, из чего угодно. Но вам нужно начать этот путь. Понимаете? Вот такая вот очень классная карта. Вам все дороги открыты. Из чего, знаете, из подручных средств собирайте себе, вот как Ной строил ковчег, понимаете, вот вы должны из всего, что у вас вокруг, взять возможности и делать что-то, начать делать хоть что-то, понимаете? И у вас будет прокладываться путь. Понимаете? Вы вот видите то, что я и говорю. Войдите в это движение, в поток, и поток включится. Понимаете? Все про новые начинания, про новое движение. Если вы дадите себе это добро, вы себе это позволите, Вселенная начнет включаться и отвечать вам этим. Понимаете? Да, вот. Понимаете, Луна, башня. Потому что, когда вы не действуете, у вас состояние замершего, пытаетесь удерживать всю ситуацию, которая уже не работает, вы страдаете, мучаетесь, вы переживаете, вы, скажем так, по кругу крутите одни и те же эмоции. То есть вы уже могли бы давно выйти из этой клетки, но вы пока вам наслаждаетесь, понимаете? Вы могли бы уже давно прийти в королеву чаш и наслаждаться. И вам сейчас показывают, что пришло время, крылья у вас есть, клетка у вас открыта, поэтому действуйте. И главный ваш урок, понимаете, по жизни, в принципе, и за собой вы должны это знать, что вам нужно научиться уходить оттуда, где плохо, менять то, что вас не устраивает, и вовремя впускать в свою жизнь перемены. Очень классные единички. Давайте вам совет. Видите, вот если вы это делаете, в вашей жизни происходит изобилие. Видите, действие, оно собирает цветок. Вы собираете изобилие, понимаете? И это тоже, видите, десятка жезлов. То есть, если вы не будете ничего делать, вы будете сидеть точно так же в этой клетке. Поэтому все в ваших руках. Давайте второй вариант. Очень сегодня интересный расклад. Второй вариант, дорогие. Давайте смотреть. Ну, у двоечек, вы знаете, второй вариант, это, знаете, немножко такие вы торопышки. То есть ваш главный урок сейчас, что вы
даже немножко создаете хаос, суету. Это вот совершенно другая, абсолютно противоположная ситуация, чем у единичек. Вы очень часто создаете хаос, суету, делаете что-то ради, чтобы делать. Какие-то часто бессмысленные действия, даже, может быть, у вас есть такое, знаете, я не знаю, куда идти, буду идти куда-нибудь, да, то есть если у единичек не знают, чего хотят, то у двоечек они, понимаете, они даже еще не решили, чего они хотят, куда они там идут, но у вас бывают такие состояния, когда вы, это, знаете, вот как две стороны одной медали, сегодня у меня такое состояние, завтра другое, вот у вас такое состояние сейчас, понимаете, что вот одна сторона другой медали, что вы как бы идете, понимаете, и почему здесь улитка, понимаете, потому что, по сути, когда ты идешь куда-то, движешься без цели, ты не понимаешь, куда нужно, ты в итоге идешь медленно, ты приходишь не туда, и вот эта карта, понимаете, колесница, да, она именно в этой колоде дает такую подсказку. Вот интересно, я, кстати, когда сегодня поняла, что сейчас я буду делать эту тему, буквально это решение об этом раскладе пришло в 1 минуту. Я остановилась и сделала его для вас. И я поняла, что именно на этой колоде буду смотреть. Видите, на этой колоде столько подсказок именно для этой темы. 10 мечей, да? Понимаете, а почему это происходит? Потому что у вас столько, по сути, чужих стереотипов, чужих шаблонов, то есть вы настолько потеряны, запутались, какие-то у вас есть, знаете, вот как другие делают, а как другие хотят, а как другие видят ситуацию. Вам совет, что вы сейчас в таком положении находитесь, и у вас главный духовный урок сейчас, понимаете, научиться понимать, чего вы хотите, понимаете, разобраться в себе, убрать все другие влияния других людей, всех советчиков, да, привычку оглядываться на других, понимаете, вот у вас, вы себя теряете таким образом, то есть вам этот сегодняшний расклад, это подсказка, что вам нужно научиться, и я смотрю в целом по жизни, особенно сейчас, поскольку вы сейчас хотите сделать такой рывок в своей жизни, перемены, то вам нужно научиться понимать, чего хотите вы, понимаете, чего хотите вы. Да, король кубков, понимаете, чего вы хотите. И вот этот корабль, чтобы прошел точно через вот эту, вы знаете, вот арку, понимаете, совладать со своими эмоциями, со своими чувствами, разобраться, чего вы на самом деле хотите, понимаете, это четко он входит не просто куда-нибудь, а вот в то, знаете, как ниточка в ушко вот мне выходит, да, то есть это вот очень тонкая работа, вам нужно научиться не распыляться, не делать кучу бессмысленных вещей, не приходить к чужим целям, к чужим мечтам, понимаете, а к своим мечтам, целям. А вы не можете, вот я смотрю, не можете, знаете почему? Потому что вам кажется, что ваши мечты настоящие, они недосягаемые, это что-то такое, знаете, таинственное, невозможное, это что-то такое даже запретное, это что-то личное, травмирующее у вас, я бы так сказала. То есть это больная тема. Поэтому вы себе придумываете какие-то чужие мечты, делаете что-то чужое, видите свет в оконце, совершенно постороннее. Но у вас есть свои, на самом деле, мечты, понимаете? Есть свои желания. Вот вам нужно именно свои желания, свои мечты распаковать и перестать заглядывать в чужие окна. Вот как-то так сегодня что-то нас выпрыгивает, понимаете? 6 кубков. Все у вас у двоечек про кубка, про чувства, про ваши эмоции, про то, что вы чувствуете, понимаете? Не думайте, что другие чувствуют. 6 кубков. Вот. И вы все время любите смотреть на чужое счастье, как там у других людей что-то, знаете. Вот перестаньте этим заниматься, вам показывают. Потому что, когда вы будете делать, как делают другие, вы всегда будете приходить не туда. А вам нужно идти туда, где вам нужно, понимаете, быть. Но для этого нужно знать, чтобы прийти туда, куда нужно знать, куда ты идешь, понимаете. Вот эту точку себе наметить и как бы двигаться. Вот, чтобы не было потом все, видите, вот все здесь паж кубков, да, все про кубков, понимаете, вот ваше сердце, нужно вам его раскрыть, вы сами боитесь себе его показать, понимаете, и раскрыть свои эмоции, боитесь быть собой, по сути, настоящие, понимаете, вы же не просто так, не с глупости занимаетесь такими вещами, там, не позволяете себе свои настоящие чувства и эмоции, это из страхов, это из привычки, понимаете, открывать свое сердце и другим, и себе. Поэтому вам сейчас, понимаете, этот ваш главный урок быть самим собой, раскрыть свою сердечную чакру, чтобы встретить человека своего любимого, чтобы встретить свои мечты, чтобы все было так, как вы хотите, понимаете, нужно стать собой. Чтобы привлечь то, что нужно тебе, нужно быть самим собой, свое сердце раскрыть, показать себя миру таким, какой ты есть. Вот так вот. Я прям вздохнула, у меня прям здесь, вот, понимаете, в сердце зажато. У вас вот здесь вот может быть, вот это, знаете, какое-то такое тяжело. Вы тоже можете так вздохнуть, как и я, сейчас услышав эти слова. High Priestess, да, интересно очень. Ну вот видите, я же говорю, что вы скрываетесь от своих истинных духовных предназначений, понимаете?
Жрица, да, жрица. Я это на русский забываю переводить вам. Мыслю на английском и забываем перевести иногда. Понимаете, вот вы должны уже выйти из этой вот занавески, понимаете? Вы должны из нее выйти. Вы все время прячетесь от себя, от других, от жизни. Это не позволяет вам, ну, это вас закрывает в клетку. Видите, кудинчик, когда мы считаем один поток, одни и та же. Это вас держит как бы в заперти. Не позволяет распахнуть крылья, быть собой, жить своей жизнью, своей мечтой, понимаете? Поэтому у двоечек, смотрите, у вас очень главный сейчас урок, который, скажем так, пока вы не расчехлите, понимаете, вот как из ножен свое настоящее сердце, свои настоящие желания, ваши желания не будут исполняться, понимаете? Вот я только вытаскиваю карту, о чем-то думаю, в смысле, думаю о чем-то, карта выходит, подтверждает, понимаете? Ветер, простите, дует, я это все время чешусь, мне волосы задевают все время. Вот, видите, вот ваши желания начинают исполняться, когда вы, опять все кубки, понимаете, паш кубков, когда вы открываетесь своим желанием, когда вы делаете этот шаг, распахиваетесь, смотрите лицом к лицу к вашим настоящим желаниям, вашим настоящим чувствам. Они могут скрыться очень неожиданные, понимаете, но надо их вскрыть, чтобы прийти к вашей настоящим вашим чувствам и любви, понимаете, вот нужно вскрыть это все дело. Вот, видите, опять кубки, я же говорю, у двоечек это все про кубки, про эмоции, которые нужно распаковать, понимаете, вот, видите, десятка кубков, потому что счастье, вот оно прям очень близко, вам нужно буквально, вот, знаете, вот разрешить, что ли, себе, вскрыть себя настоящую, снять с себя этот колпак, и у вас будет изобилие, вы тогда придете и в материальном, не только в эмоциональном смысле, но и в материальном все благи притягиваются, все возможности притянутся, понимаете, девятка пентаклей. У вас тогда придут все необходимые вам ресурсы, возможности, блага, потому что это будете вы притянете на себя то. А когда вы не вы, то вы не можете притянуть то, что нужно вам на самом деле. Вот такой очень интересный. Давайте посмотрим вам совет, двоечки, что еще скажут на вашу ситуацию непростую. Почему же у вас так происходит, кстати? Ну вот видите, опять выходит рыцарь кубков, да? То есть у вас, или Паш, что-то я все время это не могу перевести нормально, забываюсь иногда, когда с языками переключаюсь, вы меня поймете. Ну, в общем, вы поняли, да? То есть вам нужно именно, вот, как я сказала, расчехлять, знаете, как из ножен ваш меч, вот так нужно свое сердце раскрыть, свою истинную природу, себя как человека, найти вот момент, вот почему-то мне идет, что, может быть, в каких-то юных годах вы себя потеряли, и в какой-то момент вы себя закрыли. Вот вспомните этот момент. Может быть, кто-то вас обидел, и вы закрылись, или какая-то ситуация была, которая заставила вас закрыться, понимаете? Вам совет, вспомните эту ситуацию, вернитесь к ней и измените ее, понимаете, раскройте вашу сердечную чакру. Вот как лотос она должна раскрыться. Но это, понимаете, это через действие, через ваше желание. Тут двойка кубков. Ну, посмотрите, вот все про кубки. Видите, двойка. Это все, вот я говорю об одном и том же, и карты приходят подтверждение. Когда вы это сделаете, у вас будет и гармония с собой, и гармония в отношениях. Независимо, вы уже сейчас в паре, или вы ждете человека в свою жизнь. То есть вам нужно, чтобы достичь того, что вы хотите, прийти в эту гармонию с собой, как бы со своим внутренним «я». Вот, поэтому вам совет такой, что нужно поработать немножко над собой, вспомнить, что вас заставило закрыться, понимаете, и вот восстановить вот ту самую справедливость, которая у вас, видимо, была в какой-то момент утеряна сама с собой и с миром. Вот, дорогие двоечки, вот такой для вас интересный сегодня расклад. Такой для вас интересный сегодня расклад. И давайте мы сегодня с вами, значит, наверное, на этом закончим. Ну и сейчас посмотрим третий вариант для троечек. Что, мне кажется, у троечек будет что-то связано с мужчинами. Потому что мужчина так прошел, так на меня посмотрел. Троечки, что-то связано, видимо, будет про отношения, я чувствую. Третий вариант, духовный, какой у вас сейчас рок главный? Давайте смотреть. Тяжело мешается, тяжело идет. Ой, тяжело. Ну, видите, тяжело. Я же говорю, что у вас, видимо, идет какой-то процесс сейчас непростой, эмоционально тяжелый, какое-то перерождение идет. И, понимаете, у вас главный такой урок, что вы, как сказать, вы человек, который легко проходит через эти перерождения. Вы уже умелые, понимаете, вы знаете. И вы можете, знаете, быть человеком,
который даже вот почему про отношения мне пришло, да, потому что вы очень быстро вырастаете из отношений, из ситуации, вы перерождаетесь постоянно, вы как женщина то умираете, то воскресаете, как феникс, понимаете, у вас постоянно какие-то процессы, изменения. И вот мне кажется, что вот это может давать какую-то проблему именно вот на отношения, да, мне кажется, вот именно вот этот урок, понимаете, вот эта проблема у вас, что именно вот, неважно, в отношениях с людьми и так далее, да, то есть у вас вы человек, которому нужно достаточно быстро развиваться, меняться, усваивать какие-то уроки, что тут выпрыгивает. Да, я же говорю, что вы живете все время, вы в принципе такой, знаете, игрок-шахматист в хорошем смысле. То есть у вас много духовных уроков, перерождения, у вас большая карма, у вас большие возможности, вы сильная натура, вы как бы человек, который должен решать очень много задач в этом мире. Вы пришли для этого, понимаете, сейчас, в это воплощение. И вам показывают, что это нормально для вас. А вы боитесь проблем, пугаетесь, понимаете, в этом ваш духовный урок, что вам нужно признать свою природу, понимаете, признать свою духовную природу, признать свою силу, признать то, что вы все время будете меняться, а вы от перемен в каком-то смысле бежите, вы их пугаетесь, этих перемен. Для вас это каждый раз какая-то перемена, ситуация, это все смерть, понимаете, смерти подобно, как говорится, понимаете, ну вот я же говорю, что вы сразу же у вас как бы все хорошо, вот звездное небо, пожалуйста, лети, порхай, вы такая закрываетесь. Видите, у всех 3 вариантов выходит эта карта. Вот с чего мы начали, то и закрыться. Это просто вот карта, я ее поставлю на обложку этого видео, понимаете, вот так вот. Это то, что все 3 варианта переживают как бы сами закрывают себе возможность на счастье, на перемены по тем или иным причинам. Так вот, у троечек 3-й вариант, да, это именно связано с тем, что вы каждую, знаете, каждое поражение, каждую ситуацию или какие-то неприятности воспринимаете как поражение, каждое завершение как смерть, да, то есть для вас это не новое начало, не новый вектор, вы сразу же начинаете печалиться, понимаете, вот вы лежите, смотрите, блин, как могло бы быть хорошо, а только все не получилось, да, и здесь хоть это 6 кубков, да, идет, то есть я же говорю, что как будто бы вроде много, но вы сами себе вот ставите вот это клише, сами себя запираете в клетку, скажем так, немножко трагичности какой-то, понимаете. Ну вот я же говорю, у вас на самом деле очень сильная счастливая судьба, у вас очень много возможностей, а людям, которым дается много возможностей, с них и спрос высокий, понимаете? Естественно, что вы посмотрите на вот эту карту и что там происходит. Я говорю, сегодня просто магия, а не расклад, и я вот, вы знаете, вот я чувствую, что вот именно вот эта серия духовных уроков, которые у вас стоят сейчас, это будет серия видео, то есть время от времени мы будем постоянно смотреть, может быть, там раз в неделю или там раз в месяц, не знаю, напишите в комментариях, что вы там думаете, потому что уроки будут меняться, задачи будут, проблемы меняться, и мы будем это все разбирать. Это будет хорошая очень рубрика. Что тут у нас выскакивает? Ну вот, вам, понимаете, вам нужно научиться, вот как она играет на сердце, вам нужно легко справляться с этими эмоциями, не застревать. Перерождение, изменения, какие-то ситуации, то есть не загоняться, не видеть, не создавать как бы проблему больше, чем она есть. Вот я слов не могу подобрать. И вы вот немножко тоже такая суетливая, мне кажется, может быть, 3-й вариант. То есть вам нужно без драматизации понять, что если что-то уходит, значит так нужно, во благо. Если что-то не получается, то есть не... Как это, вот я не могу слово правильно найти, я хочу, чтобы вы меня просто правильно поняли, да, то есть вот как будто бы у вас, ну, к примеру, да, вот у вас, например, вот там, не знаю, там на работе что-то, или вас выгнали с работы, или у вас какой-то проект не пошел, или в отношениях что-то не сложилось, и вы как бы такая, ну, все, значит, никогда не получится, у меня ничего не это, а у вас это просто как бы начало чего-то нового, понимаете, а вы такая, это конец, это не конец, это просто начало чего-то нового, понимаете, вот и все, это, знаешь, можно, когда солнце заходит вечером, вместо того, чтобы сказать, о, завтра будет новый день, вы такие, все, это конец этого дня, а вы такие, не, это начало следующего, понимаете, вот это вот о вас, вот это троечки о вас. Вот. Поэтому, видите, вам нужно найти вот этот баланс, эту гармонию с этими эмоциями, с вашими мыслями, понимаете, чтобы не перевешивало вот этот трагизм, 6, что там, пентаклей, да, то есть немножко, как бы, знаете, держать, как сказать,
ну, немножко, как бы, знаете, научиться даже вот мне немножко жонглировать вашей жизнью, легче относиться, понимаете? И у вас тогда будут легче отношения с людьми выстраиваться, вы не будете делать этот драматизм на расставание, и даже в самих отношениях, даже когда у вас какие-то мелкие ссоры будут происходить с людьми, понимаете, вы легко будете, как бы, их проходить. Вот это ваш главный духовный урок, который мешает вашему счастью, понимаете, сейчас, и новым людям прийти в вашу жизнь, потому что вы, как бы, а как может прийти вам новый человек, если вы сказали, что моя жизнь кончена, понимаете, death, вот там это была смерть, понимаете, а она показывает, что нет, на самом деле это новое начало, понимаете, zero, вы в нулевой точке, каждый ваш конец это начало чего-то нового. Так вот, ваш духовный урок – это научиться, понимаете, вот с чего мы начинали, понимаете, вот каждый ваш духовный урок – это постепенное, вот это, понимаете, движение, постепенное, спокойное движение по жизни. Это нормальный цикл жизни. Что-то уходит, что-то приходит, понимаете? И вам нужно просто продолжать, знаете, тише едешь, дальше будешь. Вот и все. И идти к своим, как бы спокойно относиться к течению жизни. Вот я не знаю, повторяюсь, одно и то же говорю, понимаете, вот тоже выходит эта карта, которая была, по-моему, двоечка или единичка, я уже не помню, да, то есть кубка, королева кубков, да, и когда вы начнете это делать, у вас, понимаете, у вас гармония будет, у вас будет гармония, будете справляться совсем легко, у вас не будет этих там скачков, вы абсолютно возьмете под контроль свои эмоции, понимаете, вы не будете вот это вот, все кончено, вот у вас такое бывает, знаете, ну я это утрирую немножко, да, у всех же разный характер, но вы такие как бы, кто-то в шутку это, да, говорит, все кончено, там драматизирует, а кто-то прям на полном серьезе говорит, как бы все, там типа, есть же девушки, которые любят там сказать, все, мне 30 лет, там, не знаю, там, или 25 мне лет, или мне там 45 лет, или мне 50 лет, все, моя жизнь закончилась. Я никого не жду, мне никто не нужен, все. Сами себя как бы хороните, сами себе ставите, понимаете? Она показывает, что нет, это все только ваше решение, понимаете? Это ваш сейчас урок. Сегодня очень магический расклад. Поверьте, этот расклад вы смотрите не просто так, для всех это, да, для всех вариантов, говорю, вы этот расклад смотрите не просто так. Вы попали на этот расклад, и этот расклад запустит определенные изменения в вашей жизни. Это, знаете, вот такая вот светлая магия сейчас происходит. На самом деле, потому что вы кликнули на это видео, вы выразили намерение, вы хотите поменяться, Вселенная вас услышит, она будет вам присылать возможности. Возможно, все 3 варианта были ваши, и все 3 варианта вы будете сейчас исцелять. У кого-то какой-то один из вариантов. Но сам факт, что я же тоже человек непростой, понимаете, и я этими раскладами несу определенную миссию, да, для того, чтобы люди брали из этого, хотят, не хотят, брали то, что вам нужно. Да? Каждый же из этого расклада вынесет то, что ему нужно. Поэтому я человек маленький, я переводчик, я передатчик, передаю. А вы решаете, это ваша жизнь, я здесь для вас. Эти карты здесь для вас. Этот поток, он для вас, понимаете, это ваша история. И вы решаете, как этой истории разворачиваться. Вы берете этот подсказки, это, как бы, скажем так, это ваша реальность, понимаете, это ваша реальность, и вы сами будете сейчас... как сказать, если вы выразили намерение, даже досмотрели до этого момента, это означает, что у вас есть сильное намерение и, самое главное, сила возможности это изменить, понимаете, и прийти именно к тем вещам, которые вы хотите. Вот, поэтому это абсолютно, знаете, вот это светлая магия намерения и желания ваших перемен, вот, и моего желания, чтобы как можно больше светлых, добрых, гармоничных людей жило среди нас, вот. Поэтому я надеюсь, этот расклад действительно вам поможет, скажем так, очень многие вещи осознать, да, и вы сделаете, понимаете, вы проработаете. Я вот вижу, что этот расклад не просто так, вы проработаете. И я вот смотрю, для очень многих людей именно все 3 варианта. Не зря я решила сделать 3 варианта. Думала сначала 1, потом 2, 3, потому что для некоторых, даже для большинства людей, именно все 3 варианта будут, даже вы можете думать, нет, это не обо мне, но на самом деле все 3 варианта о вас, понимаете, и вам нужно их вот так вот расставить, знаете, вот действительно проработать эту ситуацию. Здесь именно, понимаете, вот эта 5 жезлов о том, что вам нужно проработать эту ситуацию, не драматизировать, не страдать. Пришло время взять, понимаете, ситуацию в свои руки, сделать какие-то шаги. Вот. Совет для всех. Королева жезлов, понимаете? Совет для всех. Абсолютно все 3 варианта могут это все изменить. И вы измените. Я же говорю, вы смотрите расклад, вы кликнули на этот расклад. Вы уже выразили намерение на то, чтобы ваша жизнь поменялась, и вы эти духовные уроки усвоили, вы их проработали, понимаете? И это больше вам не мешало в вашей жизни, понимаете? Все. Это солнце, это счастье. То есть вы придете, осознав эти уроки, к счастью.
поняв это про себя. Я очень вас прошу, пожалуйста, этот расклад для меня очень такой, знаете, вот он действительно очень тонкий, духовный. Если вам срезонировало, напишите мне какой-то комментарий, что угодно, сердечко поставьте даже в комментариях. Я пойму, что вы прочувствовали это, окей? Но если вы напишите что-то, что у вас отозвалось, какой вариант или какая именно вот без подробностей, да, я понимаю, что это как бы соцсети, да, не все хотят делиться, но хотя бы каких-то в двух словах расскажите, да, что вы чувствуете, как вам это отыгралось и какой вариант. Ну вот последняя, видите, семерка кубков. Вы абсолютно с этим справитесь. Я же говорю, что этот расклад на удачу, на счастье, и вам желаю счастья. С вами была Ева. Я целитель, ясновидящая. Я читаю для вас поток и карты Таро, оракулы. И мы с вами разбираем ситуации, уроки духовные, все, что готовит вам судьба, и все, что вам нужно знать через поток и через меня сегодня, сейчас и в ближайшем будущем. Ну, а мы с вами снова увидимся. Подписывайтесь, если вы хотите снова вернуться к моим видео и снова увидеться со мной. И самое главное, почитать поток. Ну вот я думаю, что для многих, понимаете, сейчас тема мужчин актуальна, поэтому проработав эти уроки, ну и императоры войдут в вашу жизнь, понимаете, уже не просто, не просто пажики, а прям императоры, и, понимаете, тоже со своими проработанными духовными уроками, такие уже серьезные мужчины. Ну что, увидимся, до новой связи, до связи. С вами была Ева на канале. Желаю вам чувствовать себя именно так.